Всем привет! Меня зовут Оксана, и я только проснулась. Нет, на самом деле не только что, может быть, час назад, но сейчас я буду только вставать, приводить себя в порядок, и только потом я хочу приготовить себе что-нибудь покушать, потому что я реально хочу кушать. Я уже умылась, так сказать, но, блин, я почему-то все равно такая пухшая, поэтому, наверное, сделаю себе маску. И сейчас я хочу попить воды, то есть, после пробуждения надо пить воды. Вот, буду это делать. Все, я допила. А сейчас я хочу сделать массаж с щеткой, потому что это реально, то есть кожа заглаживается, мне очень нравится. Я еще купила еще давно, но пользовалась я ей не очень долго, то есть, где-то месяц, а потом я забросила вообще, и сейчас я снова начала, надеюсь, я не заброшу. И сегодня уже, получается, 3-й день. Я делаю на ноги, на руки, на живот, получается, на все тело. Говорят по 3 минуты, да, но я не делаю 3 минуты, я только делаю, может быть, минуту на каждую зону. Вот это вот моя сухая щетка. Она, кстати, очень удобная, потому что здесь длинная ручка и очень жесткие ворстки. Они не мягкие, и это очень удобно. И я ее заказала рублей за 200 с Alibaba. Вот. И сейчас я это буду делать, и потом хочу сделать маску. Все, я уже закончила. У меня есть 2 маски на выбор. Получается такая розовая с медом, да. А вот это вот обычная такая. Это, кажется, отбеливающая маска, поэтому давайте сделаем ее. Все, я уже приготовила покушать, но я это не стала снимать. Так, сегодня я просто сварила себе одно яйцо, потом здесь помидоры черри, чуть-чуть совсем огурцы, листья салата. Вот, капуста пекинская, кажется, брокколи. Но, кстати, я их переварила, потому что надо было готовить всего 3 минуты, получается, а потом добавить холодную воду, но я их варила очень долго. Также потом в конце буду кушать банан и йогурт. Кстати, это очень вкусный йогурт, он клубничный, и также еще есть, я знаю, в персиковом, он мне тоже очень нравится, и обычный, то есть обычный йогурт. Вот. У нас уже вечер, то есть 7 часов. И мне написала наша Аишка, это получается наша бухгалтерша. И когда мы покупаем продукты онлайн, то она нам их раздает. Вот. И я еще позавчера заказала эти продукты. Там всего молоко и сахар, кажется. И я не забрала их вчера, получается. И сегодня, сейчас я пошла забирать. Блин, она, кажется, в комнате. Поэтому надо сходить до нее. Я уже в комнате забрала продукты, как продукты. Это просто 4 яблока я заказала за, 4 юаня, получается. Это примерно 40 рублей. Потом молоко 1 литр за 8 юаней, примерно где-то рублей 90. И потом также сахар 500 грамм. И тут я заказала тоже примерно за 40 с чем-то рублей, но это 4 юаня. Вот. Кстати, и через час, то есть где-то примерно 8 часов, 9, мы поедем на колесо обозрения. И, если честно, я, как уже почти 2 года здесь, в Наньчане, и я ни разу там не была, поэтому мы сегодня туда точно съездим. И это вообще, я узнала, что это колесо обозрения входит в топ-3 вообще по всему миру. Получается, в первое место находится колесо обозрения. Почему так много слов колесо обозрения? Находится в Лас-Вегасе, второе в Сингапуре и третье в Наньчане, получается, в Китае. И оно находится именно в моем городе. Старов Наньчан высотой в 160 метров. Я не знаю, мне кажется, будет очень страшно, но посмотрим. Я уже давно хотела вообще туда попасть, поэтому сегодня мы туда поедем, а потом, возможно, что-нибудь покушаем. I would, when nothing really matters, that's all I wanna do. Также я заметила людей, которые танцуют. Это недалеко от нашего универа. Обычно это люди пожилого возраста, но это очень классно. Также у них есть даже свои костюмы. Все, мы уже доехали. Получается, это Sam's Club. Вот.
так много народу. В этом месте самая вкусная пицца, которую я пробовала в Китае, и она очень большая. Но, к сожалению, время уже было 20:40, а колесо обозрения закрывается уже 21:30, поэтому мы поехали на колесо обозрения, а потом только кушать. Вблизи, конечно, выглядит просто классно. И, кстати, там было очень много народу. Хотя я сначала подумала, что там вообще никого не будет. Но так как было воскресенье, поэтому все туда хотели попасть. И, кстати, потом, получается, один билет стоит 50 юаней, это примерно 560 рублей. Также потом снова стоишь в очереди, чтобы проверили твой билет. И когда ты уже прошел проверку, ты просто идешь сюда. И, получается, в одной кабинке могут сидеть только 8 человек, но больше 8 уже нельзя. Также прямо в кабинке был кондиционер, и это очень классно, так как на улице нереально жарко. И также нас заставили надеть маски. И когда я смотрела вниз, конечно, было очень страшно. Но ночью очень красиво, но мне кажется, днем, конечно, еще круче и красивее. Поэтому днем я когда-нибудь точно обязательно схожу, но ночью тоже безумно красиво. И также хотела добавить, что колесо обозрения делает полный круг за 30 минут. Для кого это покажется медленно, но для меня это прошло просто как 3 минуты. Также, получается, когда ты уходишь, ты можешь поиграть в игровые автоматы, вообще всякие разные. Короче, мы опять приехали сюда. Но там не осталось еды, поэтому пришлось купить стакан. Короче, здесь можно выбрать, например... здесь нет. Все, мы уже заказали еду. Получается, надо ждать 20 минут. Кстати, это те напитки, которые мы взяли с Sam's Club. Вот, и сейчас, получается, ждем, кушаем, потом едем в общежитие, потому что оно закрывается уже в 23:00. Сейчас у нас 6 утра 59 минут, и я еще не спала. То есть я всю ночь не спала, я просто смотрела фильм, там шарила в соцсетях, и я вообще не могла уснуть, вообще не выспалась. Потому что надо ехать в больницу, ставить вакцину от коронавируса. Поэтому так рано надо проснуться, еще доехать до этой больницы минут 30. И также нам учительница написала, что мы должны покушать. То есть перед тем, как ставить вакцину, должны очень хорошо покушать, позавтракать. Поэтому сейчас я буду собираться. И надо сходить в столовую. Я не знаю, будет работать, надеюсь, будет, потому что надо покушать. И потом поедем в больницу, ставить вакцину первую, а вторую потом когда-нибудь. То есть в 2 захода, первую сейчас, и вторую потом. Кстати, еще хотела сказать, что мы платим за вакцину, получается, не бесплатно ставят нам ее. Мы платим 100 юаней первый раз. Вот сейчас я поеду, мы будем платить 100 юаней. Потом еще 100 юаней, получается, в общем, примерно 2200 рублей за всю вакцину. Вот, поэтому сейчас поедем.
Знаете, когда я приехала в Наньчан, тут постоянно сидели ребята-студенты иностранцы, и они пели, танцевали, шутили, но потом большинство ребят, когда начался коронавирус, уехали. А потом, когда коронавирус уже закончился, студенты оставшиеся начали выходить на улицу, здесь тоже было очень много народу, все начали играть в бадминтон в этом месте, также в волейбол, в картошку обычно, и это было очень классное время. Да, и так вот прошел наш карантин в целом. Кстати, вот эта вот коробка, так сказать, туда мы складываем старые вещи. Ну, тот, кто не использует, потом можно их сюда класть. В столовой уже почти все места закрыты, где можно покушать, потому что уже начинаются каникулы. И было уже 7 утра. Кстати, еда там уже была, завтрак. И, на мое удивление, там было много студентов, кто кушал. Какие-то булочки. Кстати, я их не очень люблю. О боже, как много. Яйца. 请支付4元。请支付5.5元。Сейчас взяли сок, надо. В столовой взяли, получается, это как хлеб с луком. Кстати, было очень вкусно. Знаете, это похоже на пельмешек, но это на самом деле рис. Также я себе взяла баоцзи с мясом. Жарко, очень просто. Уже солнце наступило, и вот смотрите, сколько народу. Я забыла взять маску. Кстати, надо отсканировать QR-код. Короче, пришлось купить маску. Вот. В больнице сейчас мы идем. Ой, чуть не упала, господи. Ставить вакцину. Когда я пришла, там было очень много людей и длинная очередь. И это, скорее всего, то, что китайцы ставят уже вторую вакцину. Я не понимаю, слишком много народу. Все, я, получается, сделала вакцину сюда. Сейчас поедем в общагу и все. Я еще хочу пить очень. А
еще вот я уже приехала в общежитие, и я заметила, что у нас наклеили вот такие штучки, где пустые комнаты, либо комнаты студентов, которые уже уехали. Знаете, я недавно проснулась, ну, может быть, 2 часа назад, и когда я приехала из больницы, да, я пошла в душ, чтобы, ну, все это смыть, так как там было очень много народу и очень жарко. Я помылась, и только потом я прочитала в указаниях, то есть там надо было сфоткать, то есть там бумажку, да, и потом она сказала, переведите дома. И когда я уже помылась, я перевела, и там было написано, что нельзя мочить. Так я думаю, блин, а я уже намочила, ну, в общем, такая, ладно. Потом там также было написано, что с 21 по 56 день, то есть через 21 день, нужно прийти на вторую прививку. Вот, ну, с 21 по 56 дня, а потом после 56 дня уже не делают вторую прививку, то есть вакцину, да. Вот, и сейчас, когда я приехала из больницы, также у меня очень болел желудок, не знаю почему, это вообще, наверное, из-за того, что кушали утром слишком жирную еду, ну, либо от вакцины, но не знаю, скорее всего, нет. И сейчас мне чуть-чуть больно, ну, хотя это вообще пустяки, и также там было написано, что нельзя делать упражнения, вообще какие-то резкие движения неделю, вот. Еще мы приехали в столовую, буду кушать. А это магазин, где продают соки. Так, все, я уже в общаге, возле общаги. Иду в комнату, и я на этом хочу закончить свое видео. Подписывайтесь на мой канал, чтобы видеть больше. И также у меня есть Инстаграм, на который вы можете подписаться. И всем пока!